Станочек пока будет стоять здесь. Пока что это будет его место. Здесь оставил пространство для маневров, так сказать. Щит рядышком пока лежит. И поддон пришлось снять, чтобы протащить в двери. Ну, именно там, где мы его вытаскивали. Ребята уже все разобрали, правда. Все провода подключили. Тут автоматическая коробка скоростей. Не знаю, как я это буду потом собирать. Ну, в общем, процесс будет длительный. Все буду снимать, показывать. Станочек мне нравится. Кое-какие есть нюансы, конечно, но это все потом. Друзья, я снова всех приветствую. Пришло время заняться покраской токарного станка. На станке очень сильно облупилась вся краска, а также он очень-очень-очень грязный. Я уже начал вокруг него прибираться, вытаскиваю весь кругляк, мусор и все, что может мне помешать. Самая главная задача — это очистить и обезжирить этот токарный станочек. Самую черновую работу делать буду вот этим вот огромным шабером. Закупил очень много материалов для этого дела. Во-первых, взял вот такую красивую красочку. Также взял кислотный грунт, кучу обезжирки, скотча, растворителя 5-литровку, грунт-шпаклевку, лак, наждачки, скотч-брайт, фильтры. Много-много-много всего пришлось взять. Так что, как вы уже поняли, станочек будет покрашен автомобильной краской под лаком. С соблюдением, в принципе, всего техпроцесса. Постараюсь сделать максимально качественно, ну и быстро. Обработал все шабером, потом все зачистил наждачной бумагой. Потихоньку уже начал обклеивать все здесь. Залеплять скотчем места, которые не должны быть покрашены. То есть все мелочи, все ручки, даже масленки. Желательно все это дело заклеить, чтобы потом не отколупывать краску. Здесь все таблички нужно заклеить. Все зашкурено, заклеено и обезжирено ровно 100 раз. Можно последний раз насладиться видом станка некрашенного, потому что сейчас начнется малярка. Заклеил как можно качественней, обезжирил тоже очень качественно, но нужно будет обезжирить еще 101 раз. Итак, начинаем дикую малярку. Для начала пройду все металлические части фосфатирующим кислотным грунтом, чтобы создать адгезию для последующих слоев грунта. Немного развел уже, фосфатирующий грунт выглядит вот так. А вот так выглядят поверхности после его нанесения. Это я заранее покрасил мелкие детали, чтобы посмотреть, что к чему. Сейчас будем прокрашивать весь станок. Итак, стартуем, ребят. Вот так. Немножко сушим и буду покрывать акриловым грунтом все. Беленький акриловый грунт. Не смог устоять перед соблазном зашпаклевать крышку. Теперь крышка гладенькая, до этого она была очень шероховата и некрасивая. Но все, друзья, как раз акриловый грунт высох, и можно все покрывать грунт-шпаклевкой. Грунт-шпаклевка имеет такую интересную консистенцию. Добавил немножко растворителя, чтобы вымыть из банки, но не все вымылось. Так, нужно остатки вынуть оттуда. И заливаем отвердитель. Все.
Воняет точно так же, как и шпаклевка автомобильная. Весь процесс не стал показывать, ребят. Но вот что получилось. Воняет дико. Надо теперь пойти погулять где-нибудь часика 3, пока она застынет. Можно будет потом прийти, подзашкурить ее и начать красить в зелененький. Все зачистил скотч-брайтом. Последний раз можно насладиться видом загрунтованного станка. Начинаем красить краской. Красить буду маленьким пистолетом. Цвет станок я закатал. Теперь пройдусь тряпочкой, потому что красил очень долго и налипло всякой пыли. К сожалению, липкой тряпки я не купил, забыл это дело. Ну, пройдусь по основным местам обычной тряпочкой. Все, база уже высохла. Сейчас пойдет самое страшное. Буду покрывать лаком. Заготовил 2 бутылки. Вот такой лак был. Я брал недорогой. И буду теперь все это дело закрывать. Вот, можно заметить, что все уже высохло. База сохнет быстро. База очень красивая. Будет еще красивее. Начинаю с мелких элементов, потому что их можно будет спрятать и на них не будет ничего оседать. Мелочевочка готова, выглядит это все дело вот так вот прекрасно, все блестит, ничего не потекло. Пока это очень хорошо. Здесь вообще получилась зеркальная просто поверхность. Никакой шагрени. Почему не могут так машины красить? В принципе, даже вот самым дешевым краскопультом теоретически это возможно. Ну, конечно, плашмя лежит, но все-таки. Не такой уж тут и большой слой, друзья. Осталось покрасить основное. Начну с задней части. Из части, которую нужно прокрасить сразу, чтобы подвинуть суппорт. И дальше уже все закрашивать. Это вот здесь. Мертвая зона. Осталось немножко времени. Нужно быстренько стартовать.
Ребят, ну вот и все, глобальная покраска выполнена. Сейчас туман рассеется, мы посмотрим. Ну вот туман и рассеялся, теперь нужно дожидаться, пока высохнет. Лак довольно-таки быстро сохнет этот. Вот такая, друзья, получилась красота. Двигатель, передняя бабка, коробка подач. Валы не покрашены, валы защищены. Фартук и задняя бабка. Нигде ничего не потекло, слава богу. Все нормально, удачно получилось. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Осталось здесь покрасить красным. Но это уже после высыхания. У меня, друзья, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Обратите внимание, какой зелененький фильтр.